Февральский ветер над рекой Пярно был пронизывающим, сырым и колким. Серый лед, укрывавший воду, местами уже истончился, но зима не спешила сдавать свои права. В тот день бригада рабочих трудилась неподалеку от плотины Синди. Трое мужчин, Эрки Вали, Робин Силамяя и Рандо Карцеп, выравнивали и углубляли дно реки. Тяжелая техника гудела, въевшийся запах дизеля смешивался с морозным воздухом, а привычная монотонная работа шла своим чередом. Первым неладное заметил Робин. Оторвавшись от управления машиной, он поправил плотные рабочие рукавицы и посмотрел в сторону противоположного берега. «Эрки, глянь-ка туда!» — окликнул он коллегу, указывая пальцем на темную фигуру, двигавшуюся по замерзшей глади. «Чей-то пес, кажется. Куда его несет по такому льду?» Эрки Вали и Рандо Карцеп приостановили работу и присмотрелись. Покрытая инеем и снегом река казалась крепкой только на первый взгляд. Мужчины увидели, как крупное четвероногое животное уверенно, хоть и осторожно, переходило реку. Но на середине пути под ногами зверя раздался оглушительный треск. Заберег не выдержал. Секунда, и животное с глухим всплеском провалилось в ледяную воду. «Черт, он же сейчас утонет!» — выкрикнул Рандо, бросая инструмент. Ледяное крошево и мощное течение не давали зверю выкарабкаться. Пес, или тот, кого они приняли за пса, изо всех сил пытался зацепиться передними лапами за крошащуюся кромку льда. Он не скулил и не лаял, лишь отчаянно и тяжело дышал, снова и снова соскальзывая в темную, утягивающую вниз глубину. Было очевидно, без посторонней помощи бедняга обречен на скорую смерть от гипотермии и упадка сил. Мужчины не колебались ни секунды. Рабочая смена мгновенно отступила на второй план. Действовать нужно было быстро, но предельно осторожно, чтобы самим не оказаться в смертельной ловушке. «Рандо, неси лопаты и тросы из кузова! Эрки, страхуй меня!» — скомандовал Робин. Пробираясь сквозь прибрежные торосы, они подобрались как можно ближе к пролому. Лед под ногами стонал и трещал. Ломая руками тонкую корку у берега и расчищая путь, мужчины смогли подобраться к замерзающему зверю. Эрки и Робин, рискуя провалиться, протянули руки и зацепили выбивающиеся из сил животное. Вытащить его оказалось непростой задачей. Спасенный зверь был крупным, а промокшая, облепленная сосульками шерсть сделала его еще тяжелее. Кое-как, вытянув беднягу на относительно прочный лед, они оттащили его к берегу. Животное не сопротивлялось. Оказавшись на твердой земле, зверь просто рухнул на снег. Его тело сотрясала мелкая крупная дрожь, глаза были полуприкрыты, а дыхание едва пробивалось. Он полностью обессилел, едва дышит, быстро проговорил Эрки, скидывая с себя рабочую куртку и доставая из кабины машинное полотенце. Мужчины бережно завернули спасенного в полотенце и теплое одеяло. Так как пес не мог сделать и шага, Эрки подхватил его на руки. «Ну и тяжеленный же ты, приятель!» — прокряхтел он, поднимаясь по заснеженному склону к служебной машине. Вес животного действительно впечатлял. Это был крупный, мощный зверь с широкой грудной клеткой, пусть сейчас и совершенно беспомощный. Уложив замерзшего пса на заднее сиденье, мужчины включили печку на полную мощность. Эрки сел рядом, аккуратно приподнял мокрую голову животного и положил себе на колени, пытаясь хотя бы немного согреть его руками. Рандо ударил по газам, и машина рванула в сторону ближайшей ветеринарной клиники в Тярну. Всю дорогу зверь не издал ни звука. Он неподвижно спал на коленях Эрки, периодически глубоко вздыхая. Эрки гладил его по жесткой загривку и чувствовал, как от шерсти исходит едва уловимый, дикий запах сырости и хвои, совершенно не похожий на запах обычных домашних собак. Машина затормозила у дверей ветеринарной клиники. Рандо и Эрки снова подняли обессиленное животное на руки и внесли его в теплое помещение. Ветеринары сразу же освободили смотровой стол. «Что у вас произошло?» —
спросила дежурный врач, натягивая перчатки и подготавливая капельницу. «Вытащили из Пярну. Провалился под лед, чуть не утонул. Замерз напрочь», — объяснил Робин, вытирая пот со лба. Врачи немедленно приступили к детальному осмотру. Измерили температуру, проверили пульс, начали просушивать шерсть и вводить согревающие растворы. Однако по мере того, как шерсть просыхала, а зверь начинал согреваться, у докторов стали возникать серьезные сомнения. Главный ветеринар внимательно осмотрел строение черепа, мощные лапы с широкими подушечками и текстуру шерстяного покрова. «Вы говорите, это собака?» — тихо спросила она, взглянув на рабочих. «Посмотрите на эту шерсть. Она необычайно жесткая, с плотным подшерстком, который практически не пропускает воду. Да и пропорции. Подушечки лап слишком широкие, морда другой формы. Обычные собаки, даже крупные породы вроде мастифов или овчарок, имеют совсем иное строение. И этот вес для двухгодовалого пса такой конституции...» В кабинете повисла пауза. Эрки переглянулся с Робином и Рандо. «Вы намекаете...» — начал Рандо. «Чтобы окончательно убедиться в наших догадках и не рисковать ничьим здоровьем, нам нужно вызывать специалиста», — отрегулировав капельницу, сказала врач. «Я сейчас же звоню местному охотнику и представителю Эстонского союза охраны природы». Спустя полчаса в клинику вошел опытный местный охотник. Едва взглянув на лежащего на столе зверя, который к тому моменту начал медленно открывать глаза, мужчина удивленно присвистнул. «Ничего себе у вас, собачка-парняги!» — ухмыльнулся охотник, подходя ближе, но сохраняя дистанцию. «Это же молодой дикий волк, самец примерно год от роду». Рабочие опешили. Эрки невольно вспомнил, как всю дорогу держал эту голову у себя на коленях и гладил зверя по загривку. «Волк?» — переспросил Эрки. «Но он же даже не рыкнул, позволил себя вытащить, нести на руках, уложить в машину. Волк дал к себе приблизиться только потому, что у него просто не осталось сил сопротивляться», — пояснил охотник. «Гипотермия и крайнее истощение ослепляют дикий инстинкт самосохранения. Он замерзал и тонул. Если бы у него были силы, он бы не подпустил вас и на 10 метров. Осознание того, что на столе лежит настоящий лесной хищник, изменило атмосферу в клинике, но не уменьшило сочувствие к животному. Ветеринары продолжили лечение, соблюдая теперь особые меры предосторожности. Зверя перевели в специальный просторный вольер для наблюдения. С каждым часом капельница и тепло делали свое дело, молодым силам организма удавалось перебарывать последствия ледяного купания. Волк понемногу начал вставать на ноги, проявлять интерес к еде и воде. За лесным гостем наблюдали еще несколько суток. И за все это время произошло то, что искренне удивило как ветеринаров, так и охотника. Дикий зверь, оказавшись в неволе, среди чужих запахов, яркого света и людей, ни разу не проявил агрессии. Он не скалился, не рычал и не бросался на сетку вольера. Когда Эрки и его товарищи пришли навестить спасенного питомца на следующий день, волк подошел к решетке. Он внимательно и долго смотрел на людей своими янтарными глазами. В этом взгляде не было дикой злобы, скорее тихий, спокойный и почти осознанный покой. Казалось, зверь каким-то чудом понимал, эти двуногие не причинят ему вреда. Они — те самые, кто вытащил его из черной ледяной воды реки Пярну. В его поведении сквозила молчаливая, сдержанная благодарность. Спустя 3 дня после происшествия консилиум из ветеринаров и специалистов по дикой природе пришел к выводу. Молодая особь полностью восстановилась. Анализы были в норме, легкие чисты, а силы полностью вернулись к лесному жителю. Оставлять его в клинике дольше было нельзя. Дикое животное должно жить в своей естественной среде. Перед тем, как выпустить волка на волю,
Экологи приняли решение установить на него специальный ошейник с GPS-трекером. Это позволяло не только отслеживать его перемещение и убедиться, что он успешно адаптировался после переохлаждения, но и собирать ценные научные данные о путях миграции волков в регионе. Для выпуска выбрали тот же район недалеко от реки Пярну, но глубже в лесном массиве, подальше от построек и стройплощадки. Клетку с волком привезли на опушку леса. На процедуре присутствовали и сами спасатели – Эрки, Робин и Рандо. Дверца транспортировочного контейнера медленно поднялась. Молодой волк осторожно высунул морду, втянул носом свежий, пахнущий хвоей и свободой воздух. На секунду он замер, затем плавно вышагнул на глубокий снег. Он не рванул панически в чащу. Пройдя метров 10, хищник остановился и обернулся. Лесной зверь еще раз посмотрел на стоящих у машины людей, на ветеринаров, охотника и 3 рабочих, благодаря которым этот день вообще стал возможен. Простояв так несколько мгновений, волк развернулся и легкой бесшумной рысью скрылся между заснеженными елями, растворившись в густом эстонском лесу. Мужчины еще долго смотрели вслед ушедшему зверю. «Ну вот и все, побежал домой», — тихо сказал Рандо. «Зато какова история», — улыбнулся Эрки, вытирая руки. «Будет что рассказать дома. Поехали, ребята, нас река ждет. Работа сама себя не сделает». История о 3 обычных рабочих из Пярну и лесных спасателях поневоле быстро разлетелась по всему миру, напомнив людям о простой истине. Доброта и сострадание не имеют границ, а милосердие понятно даже дикому лесному зверю.